Здравствуйте, а у вас когда-нибудь были воображаемые друзья, с которыми можно было поболтать по душам? К вашему вниманию рассказ «Мои воображаемые друзья». Не хочу показаться грубым, но покойники довольно невежественны. Я начал их видеть с раннего детства. Пока я был маленьким, все думали, что я общаюсь со своими воображаемыми друзьями. Но став постарше, я подслушал разговор родителей, которые хотели меня отправить в психиатрическую больницу, и я стал вести себя осторожней, чтобы не привлекать к себе внимания. Понимаете, призраки зачастую не осознают, что они мертвы, и они совершенно не похожи на тех мертвецов, которых мы привыкли видеть в фильмах. Они выглядят так же, как и мы, и отличить от живых их практически невозможно. Со стороны они выглядят немного отстраненными, блуждающими вокруг, в безуспешной попытке поговорить с людьми, которые их совершенно не замечают. Они чувствуют, что я другой, и их влечет ко мне. Как того парня, которого я видел вчера после школы. Я уже вышел из того возраста, когда родителям приходилось встречать меня, тем более до дома всего пара минут ходьбы пешком. Выйдя со школы, я уже намеревался сразу пойти домой, но тут я увидел его. Он стоял в стороне от других родителей, ни с кем не разговаривал и не смотрел ни на кого, кроме меня, так я понял, что он призрак. Я приблизился к нему и сказал, что знаю, кто он, и поинтересовался, чем ему можно помочь. После этого в памяти случился провал, словно все стерли, ничего не могу вспомнить. Я проснулся от плача родителей. Мои попытки поговорить с ними ни к чему не привели, они просто меня не замечали. По всей видимости, они от чего-то скончались ночью, так как порой новоиспеченные призраки со мной не разговаривали. Через час или меньше, я плохо ощущал время, приехали полицейские и репортеры, они тоже прошли мимо меня и стали общаться только с моими родителями. Я еще никогда не видел столько призраков в одном месте. Почему со мной никто не разговаривает? Как часто со стороны мы могли легко решать проблемы других и, оказавшись в подобных ситуациях, сами в бессилии опускали руки. Главный герой умер, вопрос, найдется ли теперь человек, который сможет ему помочь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Я подумываю начать работать параллельно над рассказами до 10-15 минут. Скажите, что вы об этом думаете. До новых встреч!